Всем привет! Продолжаю снимать видео своих полочек, и я решила схитрить и покажу вам верхнюю полочку, третью, вот эту, вторую оставлю напоследок. Вот первым я вам покажу вот этого рыжего красавца. Сорт называется Сога Лоуренс. Я его недавно показывала, он уже в полном распуске. Вот тут собрался доращивать, по-моему, цветоносики. Ну, он всегда так делает, поэтому ничего удивительного в этом нет. И здесь тоже. И здесь тоже доращивает. Вот такой вот он, сочный, красивый, яркий. Немножко побитый жизнью. Я уже рассказывала, он у меня неудачно упал. Вот в основании тут сломаны практически все листья, держатся на одном слове. Я его трогать даже боюсь. Вот здесь вот я даже листики примотала к цветоносам, чтобы вот этот вот центральный лист, он вообще, вот этот вот, он вообще шатался очень сильно. И я его примотала к цветоносу. Но пока листья не желтеют, все в порядке вроде бы. Тут его, наверное, полить уже надо, просох. Он вывалился полностью из горшка, и я его пересадила вот в такой горшочек в обычный. Сначала на фитиль, но слишком влажная получается посадка, и я его пока поливаю просто замачиванием водички. Вот такая вот радость. Всем уже, наверное, известно про его интересный аромат копченостей. Вот он у меня пахнет копченой скумбрией. Очень интересный аромат, совершенно не отталкивающий, очень вкусный, приятный. Вот скумбрия, он пахнет в основном зимой, по-моему, а летом у него такой насыщенный цветочный аромат. Вот такой вот, очень фотогеничный. Он очень красиво получается и на фотографиях, и на видео. Я советую его покупать каждому. Очень красивый сорт. За ним тут у меня стоят на укоренении череночки фикуса Бенджамина Вианди. Там вот вдалеке возле окошка я укореняю стыренный череночек шлюмбергеры. Как бы тут показать. Вот там вот этот вот. Это я купила филодендрон Orange Prince. Ну, если честно говоря, вообще не ожидала, что он такой будет крохопулишный, очень-очень мелкий. Когда он пришел, я удивилась очень коробочке. На фото он выглядел как-то побольше. Вот, и я его посадила вот так вот в тепличку. Я думала, он не выживет, если честно. Они очень нежные, по-моему, к пересылке. Еще была холодная пора года, холодно было. Но ничего страшного, он отошел. И нарастил у меня уже довольно много вот маленьких вот таких листочков. Пришел он мне с 2 листами. И такая вот уже пышненькая крона у него. Может быть, весной уже пересажу или просто достану из этой теплички и уже будет на воздухе жить. Так, тут, конечно, ничего. Как бы тут всех подвинуть. Там у меня тоже черенки шлюмбергер натыренных. Вот, но я не буду останавливаться на них. Вот, тут у меня на переднем плане котик, на которого я жаловалась в нескольких видео, который не хочет у меня упорно укореняться в горшок. Какую бы я ему посадку не предлагала, не хочет он. Вот, пожалуйста, опять он растит эти листья, корни вверх. Ну, ради бога. Хочется ему так, значит, хочется. Он даже вот у меня зацвел. Хоть корней там как кот наплакал, и розеточка вот у него маленькая. Это не болезнь, это он у меня вариегатный. Вот, на новых листьях вариегатность проявляется попозже. Вот такое вот у него цветение. Ну, довольно неплохое для него, скажем так. Сколько тут? 5 цветочков, 1 бутончик остался открыть. Вот такая вот красотуля. Так, за ним тут стоит недавняя моя покупка. Это бабочка, детка бабочки, она без названия. Вот, еще маленькая, показывать нечего. Это у меня стоит спот леопард.
тоже только недавно приобретенный. Один у меня погиб, первый самый, которого я купила. Вот я решила ему дубль взять такой себе. Так, дальше тут вот это детка бабочки Феррары наконец-то тронулась в рост. Она у меня 1,5 года сидела без движений. Ну, как корешки растила, а вот листочков вообще не наращивала. И вот, наконец-то, сдвинулась с мертвой точки и растит мне листочек. Так, дальше вот у меня в круглой такой колбе сидит Green World Snake Skin, змеиная кожа. Это первое его домашнее цветение. Буду его пересаживать, потому что, мне кажется, ему не нравится эта посадка. Он у меня за год вообще не вырастил ни одного листа. Вот как я его купила с 3 листами, даже с 4, по-моему. Один он отсушил, и вот это вот 3 так и стоят. Корней, в принципе, тут много, но мне кажется, не нравится ему эта посадка, поэтому буду предлагать что-то другое. Желтые это от пересвета. Близко к лампам, и у меня многие орхидеи прямо вот от пересвета страдают сейчас. Красивые у него, конечно, цветы. Так, фокус, как обычно. Такие они яркие и крупные. Очень нравится. Я видела, как он пышно цветет. Это просто красота невероятная. Поэтому я его пересажу. Надеюсь, он мне нарастит пышную шевелюру и будет цвести как положено. Цветочек восковый. Запаха, аромата я его не услышала пока. Может быть, потом, конечно, он будет как-то пахнуть, но пока не слышу. Рядом с ним вот стоит Везувий. Вот такая вот у него красивая насыщенная губка. Яркая на контрасте с его окрасом. Это очень красиво смотрится. Цветочек тоже такой довольно немаленький. Сантиметров 7, наверное. Но за счет того, что лепестки такие не круглые, а вытянутые, он кажется таким не слишком большим. Вот изнанка у него такая красивущая тоже. Пока 2 цветочка, и вот он доращивает мне тут бутончик еще один. Он ароматный, пахнет невероятно вкусно. Такие вот у него красивые пятна и полоски на желтом фоне. Летом он цветет практически желтым, я показывала. А зимой вот такой вот темный вариант. Очень красивый. Вот такая розетка у него. Листья, конечно, у него длиннющие лопухи. Размашистый такой. И вот такие вот красивые цветы. Они у меня стоят тут рядом. Вот как братики похожи друг на друга. В одной тональности. Сейчас разверну. Вот так вот. Вот такая красота. Так, это у меня стоит, вот тоже, видите, пересвет какой на листочках. Листья, конечно, дубовые, я не разверну его. Это у меня Мейдар Принц Кинг. Листики в обработке. Я пока не смываю. Вот. Я его отделила от пенька и посадила вот в такой горшочек. Пока растет. Никаких цветоносиков нет, но пусть он наращивает лучше корни и листочки свои. Здесь вот стоит у меня такое недоразумение. Это фласочная реанимашка. Я даже не помню название этой орхидеи. Это какая-то розовая бабочка, такая нежно-розовая. Купила фласку. Она пришла влажная в холодное время года. В общем, корни все порастеряла. Плохо ее тут видно. Я ее в тепличку засунула, но там даже малюсенький листик, как детки, вылез с корешком. Но мне кажется, это не желез, поэтому даже не буду останавливаться на нем. А вот красавчик у меня зацвел наконец-то. Распустил 3 цветочка. Очень долго он распускает. Это жалко, биркинит. Я все время забываю, как он называется. Какой-то принц или кинг на Ox Black. Вот это вот единственное, что я помню. Вставлю название его, я уже точно не помню. Вот такой вот он красавец. Цветок у него крупный. И вот такой вот кракозябристый. Такое прям инопланетное растение, конечно. Цветочек очень необычный. У него красивая задняя вот сторона. Тоже такая вся как змеиная кожа. Так.
Вот так вот. Очень он фактурный. Невероятный. Мне кажется, аналогов вообще таких нет. Многие считают его страшненьким, а мне очень нравится. Вот это вот он еще не распустил полностью свои петалии. Чтобы вы понимали, он месяц раскрывает цветок полностью. Сначала они вообще вот такие вот скукоженные. И вот эти вот белые тоже части скукоженные, их не видно. Он получается такой сморщенный и постепенно распускается. Ну, у кого он есть, те, наверное, знают. Вот, ну просто, конечно, невероятный. Он очень сильно реагирует на перестановки, передвижки. Его лучше вообще не трогать, вот пока он не распустится. Вообще не переставлять никак, не двигать никуда, поливать только на этой полке. И тогда он не сбрасывает, не сушит бутоны. Вот у меня получилось в этот раз все 3 бутона сохранить. В прошлое цветение он их все засушил. Ну, правда, потом продлил цветоносик и один, по-моему, выдал какой-то такой несуразный, странный. Я аж даже расстроилась. Ну, а тут такие вот уже прям по сорту красивые. Такой. Его еще иногда называют попугай. Так и хочется его назвать попугай, потому что вот у него такие вот здесь вот рисунки, как перышки у птички. Он такой весь яркий, ну точно как попугайчик. Он не ароматный, но очень необычный. Вот его розеточка. Сидит он в обычной системе, в классической. Вот так вот. Поливаю я на дно водички, доливаю. Вот его полить уже надо, просох. И все. Так, за ним стоит тоже недавняя моя покупка. Это Будда Трэжа. Растит свой первый цветонос. Уже такой длинный. Уже тут 2 бутончика даже формируются. Очень хотела этот сорт. У меня он был голландский когда-то давно. Пиколорет назывался. И ну вот я взяла просто с дуру и продала его. Прям даже не знаю почему. А сейчас мне прям так нравятся его цветы. Невероятные, просто нежные. На кончиках, на этом длинном цветоносе получаются такие нежные цветочки красного цвета. Я прям жду его цветения. Очень хочется поскорее увидеть. Розеточка еще небольшая у него, потому что я знаю, каким он может быть. Я покупала голландца, и он был уже очень взрослый. И у него такие твердые листья были. И огромная розетка. Это пока еще такой подросточек. Сидит на фитиле. И ему очень нравится фитиль этот. За ним стоит Black Centra. Ну, тут что-то такое, не знаю. Несуразно. 1 бутончик. И здесь еще что-то формирует. Он тянет этот цветонос. И непонятно, будет тут что-то или не будет. Прошлое цветение он мне цвел, по-моему, на 6 цветов. Было прикольно, так красиво. И он ароматный. Ну, корешки растит. Сам растет, и слава богу. Листики это от клеща обработка. И вот стоит полностью, уже открылся. Сейчас покажу название. Цуга Готрис Натаида Перл. Вот он тоже у меня пострадал от пересвета. Я его убрала тут в угол подальше. Желтенький такой стал. Ну ничего. Вроде все в порядке. Пока желтизна это постепенно сходит. Прям у него листики прям желтые были. Сейчас уже такие зелененькие, хорошие. Более-менее. И вот такое вот у него цветение. Я покупала под совершенно другой фотографией. Они вдвоем продавались. Этот сорт. У них, по-моему, разница только вот здесь не указано. Они под номерами шли. Там один какой-то 16-й, другой 22-й. Вот у меня какой-то один из них, но покупала я не этот. Ну, тоже бабочка, но совершенно другая. Я недовольна, скажем так. Хотя он такой цветун. Он ко мне приехал с цветоносами, но с опавшими уже цветами. И сразу буквально через неделю, после того, как он у меня побыл дома, продлил цветоносики. И 1 цветоносик и процвел. По-моему, 3 бутончика или 2 было цветочка. А здесь вот он уже 2 цветоносика вырастил. И на одном цветоносе вот 1 цветок. А на втором цветоносе 3 цветочка. Один, по-моему,
засох. Наверное, не на этом. Да, вот засох один. Был еще второй, но он засох. И он ароматный. Ну, сейчас, пока в этом цветении я аромата не слышала, а когда он у меня осенью цвел, по-моему, или в конце лета, я не помню, когда я его брала, он пах. Приятный цветочный аромат. Вот такая вот. А, нет, я еще хочу сейчас принести и показать. На одном окошке у меня там стоят котлеи и 2 фаленопсиса. И я решила их показать вместе с этой третьей полочкой, потому что окошко показывать, ну, не имеет смысла. Там одни котлеи, они не цветут сейчас. Сейчас я принесу и покажу вам еще 2 фаленопсиса. Вот такая вот красота у меня зацвела еще. Это голландская сакура. Такой вот нежный у нее цветочек. Она еще не до конца распустилась. Но вот такая вот у нее веточка. Цветоносик длинный у нее. Это ее, по-моему, 3-е домашнее цветение. И она всегда выгоняет вот такие длинные цветоносы. Это, кстати, дорощенный. Вот это вот прошлое цветение, опавшие места от опавших цветочков. А это она вот дорастила цветонос такой. И цветет. Осталось тут еще 3 бутончика, но она имеет такое свойство все время доращивать. Поэтому я не знаю, будет она доращивать, еще не будет, но очень нежный цветок. Очень он мне нравится. Такой лиловый. Красивая такая она. И она так интересно цветет. И с этой стороны цветочки у нее вот открываются каким-то таким зигзагом. И вот такая пышная веточка. Вот на фоне желтой орхидейки тоже красиво смотрится. Вот такая розетка у нее. Я ее купила в 2020 году. Ну, корешков тут много, просто их не видно. Вот. Включила лампу. Пьет она, конечно, очень много. Вот ее корни все. Вон там в глубине тоже видно, но они просохли, сейчас плохо видно. Ну, в общем, в горшочке очень много корешков, и я ее не пересаживала после покупки. Вот она как у меня приехала, вываленная из горшка. Я сняла, по-моему, торфстакан, который там был, посадила ее и засунула всю кору, которая высыпалась ее. И все, и вот она цветет, растет, поливаю, просто доливаю водички сюда. И она ее все выпивает. Кстати, я недавно вот буквально ее поливала, дня 4 назад. И видите, уже все сухое, надо будет поливать опять. По сравнению с сакурой KF4N, она, конечно, менее требовательная и охотно цветет. У меня была когда-то такая сакура KF4, Льюис Сакура KF4N. Так вот, чтобы зацвести ее, мне пришлось поставить ее на самый солнцепек, так что у нее на листьях прямо аж пересвет был. Были вместо зеленых такие с одной стороны желтые, практически желто-зеленые, а с обратной прямо аж такие бордовые листья были. И после этого она у меня зацвела, но я ее все равно продала, потому что слишком переживала. Мне приходилось ее каждый день поливать. Корней там было очень-очень много, и она просыхала буквально за сутки. Вот, в общем, я от нее избавилась, а потом мне попалась в 2020 году такая крошка красивая. У нее лепесточки такие вот все переливаются. Очень нежная. И вторая орхидейка, которую я хотела показать, вот эта бабочка. Это бабочка Стелленбош. Она у меня цветет на 2 цветоноса. У нее пилоричность не закрепленная. И вот она выдает такие бутоны без защипов. Где-то больше, где-то меньше. Где-то есть защипчики нормальные. Я вот все подумываю, продать ее или нет. Вот есть такие красивые цветочки даже.
Эта веточка более такая пилоричная. Сек, цветочки, бабочки. Красивая форма, конечно, если бы она все время так цвела. Ну и цвет у нее, конечно, намного-намного темнее. Она темно-темно-фиолетовая. Вот здесь осталось еще открыться 2 бутончикам. И здесь 2 бутончикам. Вот этот цветок вот с одним каким-то недозащипом мелким. А здесь вообще защипа нет. И я говорю, хочу ее продать. Не знаю, продавать или не продавать. Она, конечно, очень пышно цветет. И совсем неприхотливая. Вообще беспроблемная. Я ее достала из покупного горшка, засунула, засыпала корой. Такой даже не первого сорта. А такой она и щепками там, и с кокосовым волокном вперемешку. Это такая археата, которая по 3 литра продается. Вот, но у меня на тот момент другой коры не было, и я просто засунула ее побольше в горшок и засыпала. И все, ей все нравится. Вот она тут уже корней нарастила. А, кстати, я ее когда даже пересаживала, я не смогла полностью убрать дно горшка и вырезала его, и прям с этим дном и посадила. Там, оно уже там заросло корнями все. Вот, и чтобы их не травмировать и не резать, я просто его вот так вот поставила и засыпала. И без проблем растет. Вот такая вот она пышная со всех сторон. Вот на фоне ее стоит, сзади, вернее, этот мой Asian Queen. Они практически одинаковые в одном цвете, но Asian Queen, она, конечно, поинтересней. Такая посимпатичней. Ну, это тоже ничего. За счет того, что она пышно цветет и так вот выдает беспроблемная. Вот я ее все и не решаюсь продать. Очень она красивая. В крайнем случае заберу ее на работу. Будет на работе меня радовать. Красоточка. Тоже 2 таких пышненьких цветоносика. Вот так вот. Жалко, что у нее, конечно, не закрепленная пилоричность. Ну вот и все на этом. Все, что я хотела вам показать, я показала. А вторую полочку оставлю на следующее видео. Там как раз откроется побольше цветочков, потому что там не все цветут еще. Вот, и будет что показать. И всем спасибо за просмотры. Всем хорошего настроения, здоровья, любви, удачи. И пока-пока.